Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать очень простой, состоящий всего из двух рядов, интересный, пушистый узорчик крючком. Для вязания буду использовать несколько цветов пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок под номером 2,75. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Итак, начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Набираем любое количество петелек, здесь не важно, четное, нечетное, столько, сколько нам необходимо для нашего изделия. Теперь первую петельку пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида. И дальше в каждую петлю будем провязывать по одному столбику без накида до конца ряда. Провязываем так до конца. Дошли мы до конца ряда, теперь провязываем 4 воздушные, 2, 3, 4, разворачиваем вязание и находим с вами, это получается у нас как первый будет столбик с накидом, такой удлиненный. Вот в первую петлю находим второй столбик, под 2 стеночки заводим крючок и вытаскиваем ниточку на всю высоту наших вот этих петелек. И теперь провязываем как обычный столбик с накидом. Опять накид в следующую петлю под 2 стеночки петли, вытаскиваем ниточку на высоту и провязываем. Опять накид в следующую петельку под 2 стеночки петли, вытаскиваем и провязываем. И по такому принципу вяжем этот ряд до конца. Итак, мы дошли с вами до конца ряда, провязываем одну воздушную, поворачиваем вязание и в первую петлю, в первый столбик под 2 стеночки петли вяжем столбик без накида. Теперь будем делать наши вытянутые петельки. Их можно делать по-разному, кто-то как-то там обворачивает пальцы, мне так неудобно, поэтому я для себя нашла другой способ. Я просто, вот у нас идет нитка, да, вот как мы с вами вяжем, как обычно. Я просто вот так чуть-чуть подтягиваю ниточку вниз, захватываю, вернее придерживаю пальчиками, что вот здесь вот получается петля. Теперь следующий столбик завожу крючок, захватываю ниточку и провязываю столбик без накида. И вот у меня получилась петелька. Опять вытягиваю чуть-чуть назад ниточку, вот так вот, придерживаю ее указательным пальцем и провязываю столбик без накида. И по такому принципу я вяжу до конца ряда. Длину вот этих вот петелек вы можете сами регулировать. Если вам нужны петельки меньше, значит меньше вытягивайте нитку. Если больше, то больше. То есть здесь вы уже сами решаете. Вот, видите? Вот такие петельки получаются. Давайте еще раз с вами провяжем. То есть пальчик указательный мы вот так слегка опускаем с ниточкой, придерживаем вязание, заводим крючок и провязываем столбик без накида. Все, провязываем так до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда, вот наша изнанка, вот так вот выглядит лицевая сторона. И теперь у нас начинается повтор узора, то есть узор состоит всего из 2 рядов. Теперь мы с вами берем новый цвет, протягиваем через нашу петельку и провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. То есть точно так же, как мы делали с вами вот здесь вот в первом ряду. Делаем накид и в следующую петельку, то есть эти 4 нам служат столбиком с накидом вот в эту петлю, а в следующую петельку мы с вами вытаскиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Опять накид, в следующую петельку вытянули ниточку, столбик с накидом, накид, вытянули петельку, столбик с накидом. Вяжем так до конца ряда, а после этого ряда будем вязать ряд с вытянутыми петлями. И таким образом, провязывая эти 2 ряда, мы сможем провязать столько, сколько нам необходимо для нашего изделия.
Смотрите, этот кусочек я вам вставляю уже после того, как провязала вот такое вот полотно длинное. Еще мне стало удобно вязать вот эти вот петли наши вытянутые таким образом. Вот у нас петля на крючке, вернее ниточка, да? Мы обворачиваем вот так вокруг пальчика. Теперь заводим крючок в петлю и захватываем и провязываем. А вот она, наша ниточка осталась. Теперь снимаем и опять еще раз обкручиваем вокруг пальчика. Столбик без накида, ниточка осталась. Опять сделали оборот. Старайтесь, чтобы натяжение нитки на пальчике всегда было одинаковое, и тогда все петельки у вас будут еще ровнее. Может быть, вам этим способом будет удобнее, чем предыдущим. И вот так вот выглядит узорчик, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.